Меня зовут Сергей Синчук. Я старший исследователь лаборатории гемотопической теории типов и зависимых типов JetBrains Research. Наша лаборатория существует в виде коллектива с 2015 года, но при этом, так сказать, в каком-то виде деятельность, сходная с той деятельностью, которой мы занимаемся сейчас, она проводилась еще раньше. Наша лаборатория занимается тремя вещами. Она занимается разработкой некого языка для формализации математики и верификации программ, он называется ARENT. Кроме этого, она занимается основаниями математики, то есть мы пишем статьи по логике. И кроме того, мы занимаемся, собственно, формализацией математики на той системе, которую мы разработали. Я думаю, любой функциональный программист знаком с таким понятием, как просто типизированное лямбда-исчисление. Так вот, зависимые типы — это некое расширение просто типизированного лямбда-исчисления, и при этом оказывается, что получающаяся теория уже пригодна не только для программирования, но и, например, для формализации конструктивной математики. А гомотопическая теория типов — это в каком-то смысле дальнейший шаг в сторону попытки приспособить эту теорию к современной математике. Безумной идеей, которая лежала, можно сказать, в основе нашей лаборатории, была разработать русский КОК, то есть полностью разработать с нуля систему формализованной математики с зависимыми типами. И причем сделать эту систему лучше, чем уже все существующие до сих пор. Хотелось сделать язык, который был лучше существующих систем с точки зрения чистоты и логичности самого языка, и его силы, конечно. И, во-вторых, хотелось сделать так, чтобы оболочка, в которой на этом языке происходит разработка, была лучше, чем у систем конкурентов. Почему язык называется ARENT? Ну, вообще он назван в честь Аренда Гейтинга, известного логика, но есть и вторая альтернативная причина, почему он назван так, потому что Аренд это один из вариантов перевести слово «орел» на датский язык. Шутка состоит в том, что системы, которые являются нашими конкурентами, они названы в честь петухов и куриц, Кок и Агда. И мы решили нашу систему назвать «Орел» в качестве шутки. В этом году у Аренда случился очередной релиз, то есть мы выпустили уже 7-ю по счету версию языка, и в этой версии существенно доработана автоматизация доказательств. Ну и, например, в частности, нам удалось сформулировать и доказать на Аренде такие вещи, как обобщенная теорема Блокерса-Месси. Кроме того, мы определили такую вещь из алгебраической геометрии, как схемы. 2020 год был довольно сложен для всех нас, не только для нашей группы, но, мне кажется, главной причиной, почему нам удалось, так сказать, не потерять продуктивность, это тот факт, что участники нашей группы, они сами по себе очень мотивированные люди. То есть у нас просто очень мотивированная и интересующаяся команда. В этом году мы принимали на летнюю практику студентов-магистров ИТМО. Так сказать, оказалось, что даже в режиме удаленки они вполне способны к самостоятельной работе, не требуют много контроля. С ними было довольно интересно работать лично мне, и для меня это был новый опыт. Кроме летних практик, в этом году нашей команде удалось посетить первую с начала пандемии очную конференцию. Мы съездили в Москву на конференцию «Ля Лямбда» и познакомились с людьми, которые в России интересуются зависимыми типами. Даже рассказали курс лекций про Аренд. Лично для меня эта конференция была интересна еще тем, что мне удалось увидеть людей, которые в России занимаются приложениями зависимых типов к индустрии. И мне кажется, что проекты, связанные с формальной верификацией софта, за ними будущее, и вполне возможно, что в этом будущем для таких целей будет применяться Аренд. Вообще, коммерческое использование зависимых типов существует. Например, существует проект верифицированного стат-анализатора, который делает команда Inria во Франции. И этот проект, например, используется для верификации программного обеспечения, которое работает в бортовых компьютерах самолетов. Пока ничего подобного на Аренд нету, но мы надеемся, что что-то похожее когда-то появится. По крайней мере, верификация софта — это одна из возможностей применения зависимых типов, и мы надеемся, что в какой-то момент мы сможем использовать Аренд не только для формализации математики, но и для верификации софта.
Одной из задач, которой мы собираемся заниматься в рамках проекта Арент, это повышение уровня автоматизации доказательств. Для практического применения систем формализованной математики важно, чтобы их пользователь, он получал какой-то выигрыш от использования таких систем. Для нужд верификации программ было бы также полезно, чтобы а, система формализованной математики могла генерировать исполняемый код на основе текстов, написанных на этом языке. Та фича, которая в данный момент отсутствует в Арент, но которая, возможно, когда-то будет реализована. Главная задача, которую мы ставим на следующий год, это популяризация Арент. Система формализованной математики — это вообще достаточно нишевые программы, и ими достаточно сложно пользоваться. Соответственно, наша команда, она предпринимает некие усилия, чтобы количество этих пользователей увеличить. Например, в этом семестре команда Арент организовывает 2 магистерских курса в ЭТМО по зависимым типам и по гомотопической теории типов. И в обоих этих курсах в качестве программного средства, на котором, ну, собственно, происходит само программирование, используется Арент. Также в этом году в целях популяризации Арент среди логиков мы сделали несколько докладов на семинаре «Логические проблемы информатики» в Москве. Наши глобальные планы — это дальнейшее совершенствование системы Арент, ее популяризация, формализация еще большего количества математики в рамках этой системы. И, возможно, мы хотим на основе Арент создавать какие-то продукты, направленные или для верификации программ, или для образования. Потому что все мы знаем, что нагрузка на преподавателя, связанная с проверкой домашних заданий, она огромна. И если бы можно было такую задачу поручить компьютеру, то преподавателям стало бы жить гораздо легче. И вот, возможно, получится что-то такое сделать на основании Арент. Как поменялось наше видение научной области? Ну, дело в том, что наш проект, он все-таки не был совсем научный изначально, это была скорее некая техническая мечта сделать некую систему, то есть спрограммировать что-то сложное. И, в принципе, с этой целью мы справились. Соответственно, сейчас наше видение такое, что нам интересно поисследовать смежные с зависимыми типами области. Ну вот, как я уже сказал, связанные, например, с автоматическим доказательством теорем, связанные с верификацией программ и связанные с образованием. Наш девиз на следующий год — это зависимые типы в массы.